Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале Dmitry Day Tutors. Сегодня мы рассмотрим, как улучшить Ambient Occlusion Pass с помощью базовых цветов материала и сделать изображение более интересным. Также я расскажу, как избавиться от черного фона в Ambient Occlusion Pass, сделать его прозрачным и смешать с белым. Рассмотрим структуру документа. В сцене есть некоторое количество рендер-пассов, полученных в Blender, с использованием движка Cycles. Здесь Ambient Occlusion Pass, Color Pass и финальное изображение, или как оно еще называется, Combined. Также у меня есть альфа-канал, который мы будем использовать для совмещения с фоном. В качестве фона я добавил две ноды Background. Как можно видеть из превью, разница в цвете градиента. Рассмотрим каждый пасс. Сейчас мы видим Ambient Occlusion Pass, который представлен в линейном цвете, без цветокоррекции. Данный пасс содержит информацию о затенении объектов, которую в дальнейшем мы будем использовать для того, чтобы добавить глубины к цвету. Традиционно данный пасс черно-белый. Воздействие он оказывает в темных участках, там где объекты находятся максимально близко друг к другу. Color Pass содержит информацию о базовых цветах материала. Следующий пасс – это Mix Pass. Здесь представлено изображение, полученное после рендеринга. В этих участках очень хорошо видна большая разница в яркости. Для того, чтобы привести изображение к правильному отображению, необходимо активировать LUT. Вот здесь нажимаем на иконку, она становится активна, после чего изображение отобразится в ACES. Если вы делаете это в первый раз, в меню нужно выбрать и нажать на AUSIO Color Space View LUT и перейти в настройки. В пункте AUSIO Config необходимо выбрать файл конфигурации. В разделе Source Space находим ACES, ACES-CG, в Output Space sRGB. После включения этих настроек изображение будет отображаться в ACES. Закрываем настройки. Сравним исходные пассы с включенной настройкой LUT и без нее. Большим преимуществом этой надстройки является то, что она применяется абсолютно ко всем нодам. Работает это только в том случае, когда изображение находится в линейном цвете. Перед тем, как перейти к основной части урока, я бы хотел рассказать о том, как можно сохранять настройки отображения и сделать их по умолчанию. Безусловно, каждый сам для себя решает, как настроить viewport под себя. В моем случае я активирую функции Checker Underlay, отображение прозрачности, а также Smooth Resize, которая включает и отключает мягкость интерполяции пикселей. По умолчанию изображение будет выглядеть так. Фон черный, при большом зумировании изображение будет размыто. Для того, чтобы сохранить нужные настройки, в настройках окна я нажимаю на Smooth Resize, а также Checker Underlay. Далее в настройках масштаба выбираю Fit. В этом случае размер изображения подстраивается под границы интерфейса. Активирую LUT. Все эти настройки Fit, LUT, а также режим отображения я хочу сохранить по умолчанию. Чтобы это сделать, нажимаю правую кнопку мыши, выбираю раздел Settings и нажимаю Save Defaults. Давайте вернемся к исходным настройкам. Теперь, если я нажму правую кнопку мыши в окне изображения, выберу раздел Settings, Load Defaults, вы увидите, что те настройки, которые я изменил, вновь применены. Параметры Fit, LUT, Checker Underlay и Smooth Resize. Отлично, это то, что нам нужно. Переходим к настройкам пасса Ambient Occlusion. Данный пасс отображается в ACES. Участки с белым выглядят как оттенки серого, то есть ACES приумножает белый. Если отключить LUT, то мы увидим чистый белый цвет. Обратите внимание, что данный пасс уже отображается с прозрачностью. Рассмотрим настройки ноды. Для этого я нажимаю на ноду с пассом Ambient Occlusion и перехожу в раздел Формат.
Первое, на что нужно обратить внимание, это настройка слоев и их компонентов. Напротив каждого канала выставлен соответствующий пас и его компонент. Например, каналу Red присвоен пас Ambient Occlusion с красным каналом. Напротив каждого канала находится галочка, которая по сути включает или отключает слои. Итак, почему же данный пас отображается с прозрачностью? Происходит это потому, что напротив канала альфа мы используем встроенный альфа-канал, который находится в EXR исходнике. Он как раз и приумножает фон и делает его прозрачным. Далее я бы хотел внести небольшую цветокоррекцию. Вот здесь я добавил группу с нодами. Чтобы зайти в группу, я использую двойной клик левой кнопкой мыши. Внутри группы у меня есть две ноды – Alpha Divide и Alpha Multiply. Выделю и отключу их с помощью комбинации клавиш Ctrl плюс P. Чуть позже я расскажу, для чего они нам потребуются. Далее я активирую ноду кривых. Чтобы наглядно сравнить изображение с кривыми, включим Split Wipe. После включения должна появиться зеленая линия, разделяющая ноды. Чтобы она была видна, нужно включить Show Controls в настройках. В правую часть я перенесу изображение с кривыми. Далее включу LUT, чтобы изображение выглядело одинаково. То есть сейчас в левой части находится исходное изображение, а в правой изображение с цветокоррекцией. С помощью Split Wipe сравним оба изображения. Рассмотрим настройки ноды кривых. Я немного изменил форму кривой, сделав изображение более контрастным. Вторая точка, находящаяся в левом нижнем углу, затемняет изображение, а следующая, наоборот, осветляет. В итоге кривая напоминает форму S-кривой. Давайте сравним результат в окне изображения. Увеличив контраст Ambient Occlusion, я сделал его более резким. Выключаю Split Wipe и переношу ноду кривых в окно изображения. Далее закрываю открытую группу с нодами. В дополнение можно создать ноду, с помощью которой отслеживать изменения в Ambient Occlusion. Если снова зайти в группу и изменить форму кривой, мы увидим изображение, маску, показывающую, в каких участках произошли изменения. Чем сильнее разница в коррекции, тем более яркой будет полученная маска. Также полученное изображение можно использовать для создания дополнительных эффектов затенения или же дополнительных отражений. Для того, чтобы получить разницу в изображении, необходимо добавить ноду Merge, выставить режим смешивания Difference. После этого мы увидим разницу между исходным и отредактированным пассом Ambient Occlusion. Как мы видим, данный пасс всегда рендерится с черным фоном, и сейчас я попробую убрать его и смешать с белым. Вот такой результат мы получим. Если смешать Ambient Occlusion с белым фоном, а также отключить LUT, мы увидим черную лесенку, которая отлично видна по краям изображения. Вот здесь это очень хорошо видно. Происходит это потому, что цветокоррекция воздействует на все изображение, включая черный на границах. Как мы помним, в самом начале урока я рассказывал о том, что к данному пассу применен альфа-канал. То есть сейчас изображение по краям приумножается с помощью опять же альфа-канала. Тем самым происходит наложение цветокоррекции на полупрозрачные пиксели по краям. Из-за этого мы наблюдаем эффект лесенки на краях. Чтобы от этого избавиться, до внесения цветокоррекции необходимо добавить ноду Alpha Divide, которая сделает края изображения непрозрачными. Добавить ее можно Add Tool, Matte, Alpha Divide, а также Alpha Multiply. Сейчас я включу ноду, и можно наблюдать обратный эффект приумножения. Далее мы вносим цветокоррекцию, и после всех изменений снова умножаем изображение с помощью альфа-канала в ноде Alpha Multiply.
Теперь, если я перейду к ноде Merge, мы увидим, черной линии больше нет. Изображение прекрасно смешивается с белым фоном без всяких остаточных черных пикселей по краям. Повторно выделю ноды Alpha Divide и Multiply и попробую сравнить результат. Просто выключу и снова включу их. Отлично! Мы получили чистый, без краев Ambient Occlusion Pass с белым фоном. Теперь нужно понять, как регулировать прозрачность или силу воздействия эффекта затенения. Делается это очень просто. В настройках ноды Merge, который я переименовал в AO Pass, есть параметр Blend, который отвечает за смешивание. Если я буду менять значение этого параметра, то визуально это изменит прозрачность Ambient Occlusion Pass, так как он применен к ноде, как поверхностный слой. Обратите внимание на зеленую стрелку, которая идет от точки с пассом Ambient Occlusion. Если цвет зеленый, значит слой смешивается как поверхностный. Если желтый, то фон. Давайте посмотрим, как меняется прозрачность Ambient Occlusion Pass. Я ставлю вот такое значение. Итак, подытожим. С помощью ноды цветокоррекции мы вносим изменения в Ambient Occlusion Pass. Перед нодой цветокоррекции используем Unpremultiply. После Premultiply для того, чтобы избежать появления черных линий на краях изображения. С помощью ноды Merge, а также режима смешивания Difference, можно визуально посмотреть разницу. Далее смешиваем уже настроенный по плотности Ambient Occlusion Pass с белым фоном. Сейчас мы переходим к основной и самой интересной части урока. Чтобы добавить большего объема к Ambient Occlusion Pass, я воспользуюсь цветным пассом. С помощью вот этих цветов мы внесем большую динамику и сделаем изображение более привлекательным. Чтобы смешать Color Pass с Ambient Occlusion Pass, нам потребуется нода Merge. Color Pass должен быть в качестве слоя выше. Это необходимо для того, чтобы регулировать прозрачность или силу воздействия цветов на черно-белое изображение. Режим смешивания я буду использовать Color. Значение Blend будет примерно следующее. Если выставить значение на 0, Color Pass будет полностью прозрачный и бесцветный. При единице будет максимальная насыщенность. Я верну значение к тому, которое было изначально выставлено. Чуть позже я покажу, как это будет выглядеть. Полученный, новый, уже цветной Ambient Occlusion Pass мы будем использовать с пассом Combined. Это финальное изображение без каких-либо изменений, полученное в результате рендеринга. Для корректного отображения данного пасса я включу LUT, чтобы изображение снова отображалось в Oasis, и мы понимали общий результат воздействия Ambient Occlusion. Изначально Combined Pass содержит в себе альфа-канал, и с помощью ноды Alpha Divide я превращаю границы прозрачной маски в непрозрачные пиксели. С помощью ноды Merge, я назвал ее Combined, а также режима смешивания Multiply, мы смешиваем исходное изображение с Ambient Occlusion Pass. Чтобы регулировать прозрачное затенение, Ambient Occlusion я располагаю поверх основного изображения. Для удобства я отключу Checker Underlay, чтобы смена черного фона на прозрачный не отвлекала меня. Давайте сравним вариант с выключенной и включенной нодой. Итак, чтобы регулировать прозрачность эффекта затенения в ноде Ambient Occlusion Pass, необходимо изменить значение параметра Blend. Уменьшая значение, эффект затенения становится менее видимым. Сейчас я прозумирую изображение, чтобы лучше видеть изменения. Меняю значение Blend, и сейчас очень хорошо видно, как меняется изображение. Также в ноде Merge, которая формирует микс базовых цветов и Ambient Occlusion, с помощью Blend я регулирую окрашивание цветами пасса Ambient Occlusion. Обратите внимание на следующие участки изображения. При увеличении параметра Blend изображение становится чуть более насыщенным, но только в тех местах, где есть затенение.
То есть в целом изображение становится несколько интереснее. Данный эффект можно наблюдать в этом участке изображения. Здесь очень хорошо видна разница в покраске Ambient Occlusion Pass. Ощутите разницу с минимальным и максимальным эффектом окрашивания. Активирую инструмент Split Wipe, где в левую часть я помещу ноду Merge с окрашенным Ambient Occlusion Pass, а в правую – готовое изображение. Таким образом, можно отследить плотность воздействия данного эффекта. В нодах Merge, которая смешивает цвета с Ambient Occlusion Pass, параметр Blend я выставлю примерно следующим. Я стараюсь не использовать максимальное значение, чтобы изображение было естественным. Конечно, тут нужно играть с параметрами и понимать, какого эффекта вы хотите добиться. Далее мы двигаемся ниже, а именно глобальной цветокоррекции изображения. Снова включаю Checker Underlay, чтобы в дальнейшем видеть прозрачный фон. Но как мы видим, сейчас у нас нет альфа-канала, но об этом чуть позже. Снова разделю изображение на два участка. В левой части будет изображение до, а справа после цветокоррекции. А в ноде Color Correct я усиливаю яркость изображения с помощью Gain. Теперь мы приблизились к этапу конвертации изображения в ACES. Чуть ниже у меня есть нода AUSIO Color Space, с помощью которой я конвертирую изображение в ACES. Здесь у меня выставлены настройки, а именно выбран файл конфигурации. В пункте Source Space использую ACES CG и в Output sRGB. Попробуем разобраться, в чем разница данной ноды ACES по сравнению с функцией LUT, которая также использует ACES. Визуально вы не увидите никакой разницы, но после применения ноды изображение будет сформировано с учетом цветового пространства ACES. Оно не только визуально будет по-другому отображаться, но и примерно на 30% потеряет в яркости пикселей. Если активировать ноду ACES вместе с LUT, произойдет наложение ACES на ACES. В результате изображение получится очень ярким. Поэтому я отключу LUT, чтобы не было двойного воздействия ACES. Следующий этап – это применение альфа-канала к полученному изображению. В настройках ноды раздела «Формат» напротив каждого канала RGB, а также альфа, присвоен Alpha-V Pass. Это альфа-канал, полученный в результате рендеринга изображения. То есть здесь мы получаем маску с каналами RGB и сам альфа-канал. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас данный пас имеет прозрачность, так как активирован альфа-канал. Далее я добавлю ноду Channel Booleans. Для удобства назову ее Alpha Add. Так как мы хотим скопировать альфа-канал в изображение, в настройках напротив Operation я выберу Copy. Каналам RGB не обязательно присваивать маски яркости, так как мы будем использовать только альфа-канал. Также обратите внимание, для To-Alpha я выбрал Do Nothing, так как альфа-канал у нас уже есть. Далее я перетаскиваю ноду Alpha Add в превью, где мы видим изображение с прозрачностью. Тот самый канал, выделил красным, который я включаю в пасе с альфа-каналом, выступает в качестве маски для ноды Alpha Add. Чтобы активировать маску, то есть сделать изображение прозрачным, переходим в раздел Settings, в разделе Channel включаем Alpha. Также необходимо включить галочку Multiply by Mask, она находится чуть выше. Теперь после того, как изображение прозрачное, его можно совместить с любым фоном. У меня есть две ноды Background с визуально разными настройками градиента. Далее с помощью ноды Merge я совмещаю полученное изображение с фоном. То есть я соединяю ноду Alpha Add как поверхностный слой с нодами Merge. В качестве слоев, идущих ниже, я использую ноду Background с разными настройками градиента 1 и 2. Давайте сравним эти ноды.
В итоге мы получили дерево настроек, позволяющее быстро вносить изменения в любой пас. Например, можно быстро изменить прозрачность Ambient Occlusion Pass, выбрав ноду AO Pass, изменив параметр Blend. Как мы видим, Fusion автоматически просчитывает все изменения с учетом изменения параметра Blend. Повторюсь, чем выше значение Blend, тем более плотным, менее прозрачным будет изображение. Обратите внимание, что скорость просчета ноды ACES по сравнению с ACES, которую мы можем включить в LUT, сильно отличается. Если отключить ноду ACES и включить LUT, появится проблема с отображением градиентов. Это происходит потому, что цвета я подбирал вне цветового пространства ACES, и при конвертации они выглядят не так, как должны. Но сейчас не об этом. Если я выберу ноду AO Pass и попробую изменить прозрачность затенения, обратите внимание, насколько быстрее будет просчитываться изображение. Если отключить LUT, далее включить ноду ACES и попробовать сделать то же самое, то скорость просчета будет несколько меньше. Как вариант, можно отключить ноду ACES, снова включить LUT и далее менять прозрачность Ambient Occlusion Pass. По завершению всех изменений отключить LUT и включить ноду ACES. После этого мы получим финальное изображение с правильным отображением фона. Давайте подытожим вышесказанное. Перед тем, как вносить цветокоррекцию, всегда нужно использовать ноду Alpha Divide, которая делает края изображения непрозрачными при помощи альфа-канала. После этого вносить изменения и далее снова приумножать изображение. То есть получается это первый этап, второй и третий. Полученное изображение смешиваем с белым фоном. Чтобы добавить цвет в Ambient Occlusion Pass, нужно смешать его с Color Pass. Режим смешивания используем Color. Все вышесказанное поможет избавиться от видимых краев. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду рад вашим комментариям. Если у вас остались вопросы, с большим удовольствием постараюсь на них ответить. Жду ваших сообщений в телеграм-канале. Там мы обсуждаем уроки и все, что связано с компьютерной графикой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также включайте колокольчики для того, чтобы не пропустить новые уроки. Пока!